Маша захлопнула дверь, бросила сумку на пол и замерла. В гостиной, среди коробок и запаха свежей краски, стоял Артём. Тот самый Артём, с которым она не разговаривала уже год. Его темные волосы были чуть длиннее, чем она помнила, а взгляд тот же, слегка насмешливый, но теперь с оттенком удивления. «Ты что тут делаешь?» — выпалила Маша, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Я живу». Артём кивнул на коробку с книгами, из которой торчала его любимая кружка с надписью «Кофе решает всё». «А ты?» «Это моя квартира. Я её сняла». Маша уже набирала номер риэлтора, но Артём только пожал плечами. Через полчаса выяснилось, риэлтор, некий Олег с заспанным голосом, перепутал заявки. Двухкомнатная квартира в центре города с высокими потолками и видом на старый парк была сдана одновременно Маше и Артёму. Договоры подписаны, деньги переведены, разъехаться немедленно не выйдет. Другие квартиры Олег обещал найти только через месяц. «Я сплю в правой комнате», — заявила Маша, скрестив руки. «И никаких твоих носков на моей территории». «Договорились», — Артём ухмыльнулся. «Но готовься, я ем твои йогурты». Их расставание год назад было громким. Маша хотела, чтобы Артём был серьезнее. Думал о будущем, о семье. Артём, фотограф-фрилансер, жил моментом. Выставки, поездки, спонтанные посиделки с друзьями. Они любили друг друга, но их ритмы не совпадали. Последняя ссора из-за того, что Артём уехал на фестиваль в другой город, не предупредив, стала точкой. Маша собрала вещи и ушла, оставив ключ на столе. Теперь они были вынуждены делить 60 квадратных метров. Маша, дизайнер интерьеров, работала дома, расчерчивая эскизы на кухонном столе. Артём, как назло, тоже обосновался в гостиной, редактируя фотографии на ноутбуке. Первая неделя прошла в напряженном молчании, прерываемом только спорами. «Ты опять оставил мокрую губку в раковине?» Маша швырнула губку на стол. «Это отвратительно». «А ты заняла всю сушилку своими платьями», — парировал Артём. «Мне что, трусы на балконе сушить?» Но были и моменты, которые сбивали с толку. Однажды Маша, вернувшись с прогулки, застала Артёма заготовкой. Он жарил картошку с луком, как они любили раньше. Запах заполнил квартиру, и она, не удержавшись, пробормотала: «Ты все еще добавляешь слишком много масла». «А ты все еще любишь, когда хрустит», — ответил он, не оборачиваясь. Маша промолчала, но взяла тарелку. Они ели молча, сидя на разных концах стола, и это было странно уютно. На второй неделе Маша заметила, что Артём изменился. Он больше не разбрасывал вещи, а его ноутбук теперь аккуратно лежал в углу. Однажды, когда она работала допоздна, он молча принес ей чай с мятой, как делал раньше, когда она засиживалась за проектами. «Не думай, что это что-то значит», — буркнул он, уходя. «Я и не думаю», — отрезала Маша, но сердце ёкнуло. Артём, в свою очередь, замечал, как Маша стала мягче. Она больше не закатывала глаза, когда он включал свою музыку, и даже посмеялась над его шуткой про кота, который украл сосиску из его тарелки. Но старые обиды все еще висели в воздухе. Однажды вечером, когда Маша мыла посуду, а Артём вытирал, она не выдержала. «Почему ты тогда не позвонил? После того, как я ушла? Хоть раз?» Артём замер, сжимая полотенце. «Потому что ты ясно дала понять, что тебе нужен другой человек. Кто-то стабильный. Не я». «А ты даже не попробовал?» Маша швырнула губку в раковину. «Просто уехал на свой дурацкий фестиваль, и все». «Я не знал, как тебя вернуть», — тихо сказал он. «И до сих пор не знаю». Они разошлись по комнатам, и Маша полночи смотрела в потолок, пытаясь понять, почему его слова так задели.
К концу третьей недели они установили хрупкое перемирие. Маша предложила разделить обязанности. Она готовит по чётным дням. Он — по нечётным. Артём начал приносить домой продукты, и однажды Маша застала его за изучением рецепта лазаньи. Он хотел удивить её, но, конечно, не признался. Они стали чаще говорить. Не о прошлом, а о мелочах. О работе, о новом кафе в соседнем дворе, о том, как Маша случайно пролила кофе на эскиз для клиента. В пятницу вечером Артём предложил посмотреть фильм. Маша, к своему удивлению, согласилась. Они выбрали старую комедию, ту самую, которую смотрели на первом свидании. Сидя на диване, они смеялись над знакомыми шутками, и в какой-то момент Маша поймала себя на том, что ей хорошо. Артём, наливая вино, случайно коснулся её руки, и оба замерли, но никто не отстранился. Фильм закончился, но они не выключили телевизор. Маша, поджав ноги, сидела ближе, чем следовало. Артём рассказывал что-то о своей последней съёмке, и его голос убаюкивал. Маша не заметила, как задремала, прислонившись к его плечу. Артём, боясь пошевелиться, тоже закрыл глаза. Утром они проснулись на диване, всё ещё рядом. Маша вскочила первой, поправляя волосы и бормоча что-то про кофе. Артём смотрел на неё, и в его взгляде было что-то новое. Не насмешка, не обида, а осторожная надежда. «Это ничего не значит», — сказала Маша, но голос её дрогнул. «Конечно», — кивнул Артём, но уголки его губ приподнялись. Последняя неделя была странной. Риэлтор сообщил, что нашёл для Маши новую квартиру, а для Артёма — студию в другом районе. Они могли разъехаться через 3 дня. Но вместо облегчения Маша чувствовала пустоту. Она ловила себя на том, что ищет Артёма взглядом, когда он возвращался домой. Артём, в свою очередь, стал молчаливее, но его жесты, как он укрыл её пледом, когда она заснула за ноутбуком, или как оставил её любимый йогурт в холодильнике, говорили больше слов. Вечером перед отъездом Маша сидела на кухне, глядя на эскиз, который не могла закончить. Артём вошёл с 2 кружками чая. «Ты правда хочешь уехать?» — спросил он вдруг. Маша посмотрела на него. В его глазах была та же уязвимость, что год назад, когда она уходила. «А ты?» — ответила она вопросом. Артём поставил кружки и сел напротив. «Я не хочу, чтобы ты снова ушла. Не знаю, получится ли у нас, но я готов попробовать. Если ты тоже». Маша молчала, чувствуя, как горло сжимается. Она вспомнила их ссоры, его спонтанные поездки, свои требования. Но ещё она вспомнила, как он смеётся над её шутками, как заваривает ей чай, как смотрит на неё, когда думает, что она не замечает. «Я не знаю, Артём», — честно сказала она, — «но я тоже не хочу уходить». Он протянул руку, и она, помедлив, взяла её. Его ладонь была тёплой, знакомой. Они сидели так несколько минут, и впервые за год молчание между ними было не тяжёлым, а лёгким. На следующий день они позвонили риэлтору и отказались от новых квартир. Это не значило, что всё решено. Впереди были разговоры, компромиссы, может быть, новые ссоры. Но Маша и Артём знали. Они хотят попробовать. Вместе они разобрали коробки, повесили на стену фотографию, которую Артём сделал в их первую совместную поездку, и решили, что лазанья станет их традицией по пятницам. Квартира, которая случайно свела их, стала их вторым шансом. И, может быть, последним, который они не хотели упустить. Если вам понравилась эта история, пожалуйста, поддержите видео лайком. Нам это очень помогает. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди еще много интересного. Рекомендуем нажать на колокольчик, чтобы сразу узнавать о выходе свежих видео. Нам действительно важно ваше мнение, поэтому будем рады, если вы поделитесь своими мыслями в комментариях.
Спасибо, что смотрите и остаетесь с нами. Это вдохновляет продолжать делиться историями.